Добро пожаловать на сегодняшний выпуск передачи «Жизнь апостольских верующих в 21 веке». Мы благодарим вас за то, что вы уделили время, чтобы подключиться к сегодняшней передаче. Мы верим, что она будет полезна вам. Сегодня мы поговорим о служении малых групп. На тему развития служения малых групп и его важности сегодня выскажется доктор Дэвид Бернард. Спасибо, что слушаете нас. Доктор Бернард, одно из больших изменений, которое произошло при моей жизни, заключается в росте служения малых групп. Я знаю, что малые группы существовали уже давно, задолго до моего появления на свет. Но, похоже, они стали очень популярными, и многие апостольские церкви взяли их на вооружение в качестве модели служения. И позвольте мне начать, наверное, с самого главного вопроса. Основано ли служение малых групп на Библии? Если ответить кратко, то да. Кстати, в издательстве Pentecostal Publishing House недавно вышло сразу две хорошие книги на тему малых групп. Одна написана главным редактором Робином Джонстоном, другая написана Лиен Александр. Я, конечно, рекомендую обе эти книги в качестве источников информации, где можно найти описание теологической основы малых групп, их концепций, практического применения, разных моделей, а также интервью с разными служителями, в чьих церквях используется это служение. Возвращаясь к вашему основному вопросу, основано ли это служение на Библии? Определенно да. Если мы посмотрим на историю, у Церкви Нового Завета и на протяжении 2-3 веков не было физических церковных зданий. Поэтому, когда мы думаем, что идти в церковь означает идти в какое-то общественное здание или в здание, которое принадлежит этой церкви, это уже относится к тому, что было через несколько веков после того, что было изначально. Это не означает, что это плохо, потому что я думаю, что здания – это инструменты, которые могут быть эффективными инструментами, особенно в нашей культуре, в нашем обществе. Так что я думаю, здания могут сослужить очень хорошую службу. Но если вы хотите основываться на Библии, то вы должны сказать, что церковь – это люди, а не здания. И в первом веке пойти в церковь означало пойти в чей-то дом и проводить собрание церкви дома. Интересно, когда вы читаете послание Божьей Церкви в Коринфе, в них говорится о всех христианах в Коринфе. То же самое про Церковь Божью в Риме. Говорится о всех христианах в Риме. Но когда вы посмотрите внимательно, они собирались в разных домашних церквях. Они не могли собираться все вместе в одном месте. Ну, конечно, у них могло быть какое-то особенное место, скорее всего, на улице, где они все вместе могли собираться по особым случаям. Но в нашем понимании Божья Церковь в Коринфе состояла из многих церквей. Или, например, когда Павел написал письмо римлянам, в 16 главе этого послания Павел называет или приветствует 5 разных домашних групп, 5 разных домашних церквей. Но они все считались частью одной и той же церкви, что говорит о том, что должно быть единство. Даже если у нас есть разные церкви, как мы их называем, или разные общины с разными пастырями в одном регионе, все равно должно быть единство. Мы все должны трудиться вместе, считать принадлежащими себя одному и тому же телу, должны стараться быть в единстве, быть этичными в служении. В Международной Объединенной Пятидесятнической Церкви у нас есть так называемые районы, которые объединяются в регионы, и везде, наверное, должно быть чувство, что мы все являемся частью одной и той же церкви. Но в те давние времена Божья Церковь в Риме, Божья Церковь в Коринфе, они состояли из многих малых домашних церквей. И сегодня в большой церкви могут быть малые группы. В качестве подтверждения из Писания можно посмотреть на книгу Деяний 2:46. Там говорится, что они пребывали в храме, что, наверное, означало большую площадку на улице, где все могли собраться вместе, по крайней мере, в том месте, где иудейские религиозные власти не мешали им собраться. Но далее говорится «по домам». Если посмотреть книгу Деяний 5:42, и полезно обратить на это внимание. Только сначала позвольте мне все-таки прочитать из книги Деяний 2:46. «И каждый день единодушно пребывали в храме, и, преломляя по домам хлеб, принимали пищу, веселье и простоте сердца, хваля Бога и находясь в любви у всего народа». Так что, очевидно, у них было служение по домам или служение малых групп. И затем, если вы посмотрите книгу Деяний, главу 5, в стихе 42 говорится: «И всякий день в храме и по домам не переставали учить и благовествовать об Иисусе Христе». Тут говорится «по домам». И, наверное, это означает больше, чем только собрание церкви по домам. Но люди, которые могли собраться по домам, что-то делали вместе, изучали Библию или молились. И, похоже, подобное было в каждом доме всех христиан. И далее апостол Павел
перед прощанием с пресвитерами Ефесской церкви говорил с ними о своем служении среди них. И он сказал, книга Деяний, 20 глава, 20 стих, «И как я не пропустил ничего полезного, о чем вам не проповедовал бы и чему не учил бы вас всенародно и по домам». Так что, похоже, проводились встречи, где собирались все вместе, и Павел проповедовал им. Но потом он, как пастырь, который основал эту церковь, ходил по домам. Так что я думаю, что эта идея является библейской. Я думаю, что то, как мы будем применять это на практике, оставлено на наше усмотрение. Библия не описывает детали. И поскольку она не описывает детали, это дает нам гибкость, потому что люди живут в разных культурах, в разное время, в разных ситуациях. И у нас есть гибкость в том, чтобы адаптировать применяемые нами методы. Но сам принцип встреч малых групп является библейским. И некоторые церкви среди недели проводят встречи малых групп в дополнение к их обычным урокам Библии среди недели или вместо таких уроков. Если вы делаете это вместо уроков Библии, тогда вам следует найти другие пути, как обеспечить учение в церкви. И это может быть в форме уроков в течение часа, воскресенья, в форме особенных серий уроков. Когда я был пастырем, у нас было сильное служение совместных библейских уроков посреди недели, которое было очень эффективным для взращивания учеников, для общения и разных служений церкви. Но иногда мы разбивались на разные группы. И также перед началом поклонения в воскресенье мы выделяли 1 час и проводили воскресную школу для всех возрастов, включая взрослых. И когда условия позволяли, мы разбили взрослую группу на 7 или 8 групп для взрослых, для молодежи, для молодых, незамужних и неженатых людей, для людей в возрасте, которые одиноки, для молодых семей, которые только поженились, для семей и родителей, одиночек с детьми. У нас было служение для глухих, для филиппинцев. Проводили уроки для взращивания учеников. В разное время у нас были разные уроки. Было и учение для корейцев. Так что, по сути, этот час воскресенья стал служением в малых группах. И по мере роста у нас появились и другие служения, направленные на что-то конкретное. Например, уроки о том, как преодолеть горе в жизни, как управлять финансами, уроки для взращивания учеников, уроки о том, как справляться с ситуациями, когда вы пережили насилие, также серия уроков о преодолении алкогольной и наркотической зависимости, о том, как восстановиться после такой зависимости. То есть у нас не было традиционных собраний ячеек посреди недели в дополнение к нашему общему служению. Но мы использовали время среди недели, воскресенье и другое время для того, чтобы иметь это разнообразие малых групп. И также подумайте о воскресной школе для детей и подростков. Они, по сути, становятся малыми группами для этих разных возрастов. Так что есть много разных способов проводить служение малых групп. И в книгах, которые я упомянул, описывается несколько таких способов. И я считаю, что служение малых групп не только является библейским, но для того, чтобы церковь выросла и была больше маленькой ячейки, которой один пастырь мог бы управлять. Если, например, вы хотите вырасти сверх 75 человек, то у вас должно быть служение малых групп в какой-то форме. Еще когда я был пастырем, у нас были посреди недели не ячейки, а так называемые группы заботы, когда люди в церкви были поделены на группы по географическому принципу, и лидером мог быть простой прихожанин или служитель, или тот, кто хочет стать служителем. И этот человек отвечал за то, чтобы непосредственно заботиться о людях, общаться с ними, молиться за них, контактировать с ними, встречаться с ними, если есть какая-то особая нужда. При необходимости сообщать пастырю об особых нуждах, может организовывать какие-то мероприятия для людей, например, по случаю рождения ребенка, помогать с едой, когда люди болеют, помогать с транспортом. Разные практические вещи, которыми занимаются и служители, и пастырь. Но этим занимались и малые группы. Так что каждый человек в церкви был частью малого сообщества живущих рядом людей. И они могли взаимодействовать и служить друг другу. Так что тело служило самому себе. И у малых групп есть несколько преимуществ. Первое, все лично вовлечены в служение. Все взаимодействуют друг с другом на личном уровне, по крайней мере, внутри малой группы, которая является частью большой группы. Также появляется больше возможностей для служения, для проявления лидерских способностей, больше возможностей служить для всех людей. Те, кто не являются лидерами, могут внести свой вклад, помогать, общаться друг с другом, служить друг другу.
Малые группы способствуют общению и молитве. Так что есть много преимуществ. Я считаю, что нет единого способа, одной модели, как организовать это служение. Малая церковь сама по себе может быть малой группой. И это неплохо. Церковь, где 20, 30, 40 человек, может, по сути, является малой группой. Но чтобы церковь росла, вам надо подумать, как организовать малые группы, чтобы между людьми была связь. Удивительно, но даже в церкви из 100 человек пастырь может знать всех людей, но многие люди не знают друг друга, не знают друг друга хорошо. Так что для роста вам нужно будет каким-то образом поддерживать это ощущение малой церкви, в то же время возрастая в большую церковь. Это то, что мы делали в Остине. Мы выросли примерно до 1000 человек, плюс у нас было 16 дочерних церквей, которые были основаны в мою бытность пастырем. И я всегда говорил, что по мере роста я не хочу, чтобы мы искусственно сдерживали рост. Когда люди приходят, получают Святой Дух, мы их учим, им служат, они хотят быть здесь. И я не хотел бы ставить преграду и говорить им: мы не хотим, чтобы вы оставались, идите куда-то в другое место. Но с другой стороны, я хочу сохранить ощущение малой группы, малой церкви, когда люди продолжают чувствовать, что они имеют связь друг с другом, чувствуют свою ответственность, вовлеченность, не затеряясь в толпе, но имеют возможности для служения, для общения. Так что по мере роста церкви мы должны сохранять связи, которые есть в малой церкви. Вы упомянули прекрасные ресурсы в самом начале, но люди также могут найти материалы по малым группам, образовательные материалы на сайте pentecostalpublishing.com. Я знаю, что издательство стремится издать больше книг на эту тему, так что можно зайти на сайт pentecostalpublishing.com, там много прекрасных материалов. Спасибо. Благодарим, что вы послушали этот выпуск передачи «Жизнь апостольских верующих в 21 веке». Если вам понравилась эта передача, то, пожалуйста, уделите время, чтобы оставить отзыв в Apple Podcast, Spotify или в вашем любимом приложении подкаста. Если вы смотрите на YouTube, то подпишитесь на канал, поставьте лайк этому видео и оставьте комментарий. Мы также рекомендуем посмотреть книги брата Бернарда на сайте pentecostalpublishing.com. Наберите в поиске «Дэвид Бернард», чтобы увидеть весь список книг. Не забудьте ввести код DKB10 при покупке, чтобы получить скидку в 10% на ваш заказ. Мы будем ждать новой встречи с вами на следующей неделе, когда мы будем разбирать, как современные верующие могут жить в соответствии с учением Церкви первого века.